Добро пожаловать в волшебный мир московские гуппи. Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю канал на Ютубе и сообщество ВКонтакте «Московские гуппи». Друзья, заявленная тема для этого ролика «Качество воды для аквариума с гуппи» обусловлено тем, что многие любители аквариумов считают проблему с качеством исходной воды одной из самых главной в своей практике занятия аквариумистикой. И мы с ними полностью согласны. Мы тоже достаточно большое время потратили на понимание того, как необходимо подготавливать свою воду для нашего аквариумного хозяйства. И эти изыскания в достижении хорошей и качественной водоподготовки для наших гуппи мы не оставляем до сих пор. В процессе этих исследований мы столкнулись с огромным количеством ошибочных высказываний, да и откровенного дилетантства даже на самых популярных ресурсах, посвященных аквариумистике. И вот как раз эти ляпы, ошибки и дилетантский подход к этой проблеме подвигли нас на запись этого ролика. Но начнем все по порядку. Итак, первое, что должен знать начинающий аквариумист, это какие показатели воды в его аквариуме должны быть для тех видов гидробионтов и живых растений, которые будут жить в этом биотопе. Основными показателями исходной воды, которые определяют ее качество, является жесткость, общая, постоянная, временная, она же карбонатная, а также ее кислотность. Есть еще другие показатели, такие как мутность, общая минерализация, наличие магния, железа, нитратов, ну и так далее. Но это уже более глубокий анализ, который стоит рассматривать, если по основным показателям жесткости и кислотности исходная вода является пригодной для тех видов гидробионтов, которые вы будете содержать в этом биотопе. Поэтому обсуждать эти вторичные параметры исходной воды и что на них и на что они влияют, в этом ролике мы не будем, а сосредоточимся на жесткости и кислотности. Итак, жесткость воды. Как я уже сказал, вода имеет три показателя жесткости. Общая жесткость, постоянная и временная. И уже здесь начинает эта путаница. И обращение к различным источникам информации эту путаницу только усугубляют. Но мы все же постараемся в этом разобраться. Давайте начнем. Сначала пройдемся по терминологии, по терминам. В учебнике по химии мы читаем, что общей жесткостью называется суммарная концентрация ионов кальция, магния, частично двухвалентного железа в воде, выраженная в моль эквивалент на литр. Общая жесткость воды равна сумме постоянной и временной жесткости. То есть все очень просто. Исходной воде величина общей жесткости воды равна сумме постоянной жесткости, она же обозначается как GH, и временной жесткости, именуемой карбонатной, она обозначается буквами KH. Вот формула для определения общей жесткости воды. Но в аквариумистике мы сталкиваемся с первой проблемой в терминологии. Дело в том, что многие аквариумные тесты, да почти все, для общей жесткости воды обозначаются буквами GH. Вот, например, упаковка теста для общей жесткости воды линейки тестов НИЛПа. Но с точки зрения классической химии это некорректное определение этих тестов. Они измеряют не общую жесткость воды, а именно постоянную, не учитывая временную составляющую этого обозначения, то есть карбонатную жесткость. Почему это важно? Показатель общей жесткости воды очень важен для многих видов аквариумных рыб, креветок, да и даже улиток. Поэтому, имея необъективные показатели общей жесткости воды, можно получить не очень хорошие результаты и последствия для обитателей такого аквариума. Еще очень важный момент, связанный с показателями общей жесткости воды, связан с вопросом подбора схемы подготовки для аквариумного хозяйства. Дело в том, что для нормального развития и жизни живых и органических форм в аквариуме необходимы минеральные вещества.
к которым относятся в том числе кальций, магний и железо в самых разных своих состояниях. Например, кальций в виде хлорида и сульфата хорошо усваивается рыбами, а его недостаток в воде может не самым лучшим образом повлиять на рост и развитие гуппи. В то же время высокий показатель содержания кальция в карбонатных формах и окислах препятствует нормальному поглощению растениями питательных элементов из воды, что сказывается на их росте и самочувствии. Таким образом, если мы говорим о хорошем самочувствии гуппи в аквариуме травники, то получается, что идеальными показателями жесткости воды в таком аквариуме могли бы быть следующие значения. Карбонатная жесткость pH в пределах 2-4 немецких градусов, а постоянная жесткость GH имела бы значение от 6 до 15 немецких градусов. Таким образом, общая жесткость для аквариума травника с гуппи желательно иметь в диапазоне от 10 до 19 немецких градусов. Но, как я уже вам объяснил, на сегодняшний день все известные нам тесты для определения общей жесткости воды измеряют только постоянную жесткость, не учитывая переменную, временную составляющую карбонатную жесткость pH. Тестов в классическом понимании общей жесткости воды в практике аквариумистики просто нет. Поэтому, чтобы не путать вас, скажу просто. Если ваш тест GH показывает значение в диапазоне 7-15 градусов, то для содержания гуппи это хорошая вода. Но если вы хотите свой аквариум для гуппи сделать в стиле, скажем, голландского травника, то вам необходимо еще измерять показатель карбонатной жесткости pH. И если карбонатная жесткость в такой воде будет выше 4 градусов, то, скорее всего, вам нужно будет искать другой вариант декорирования аквариума с гуппи, более неприхотливыми растениями, или изменить его стилистику. Как шутит мой хороший знакомый аквариумист с очень большим стажем, что если вы хотите иметь классический голландский аквариум, то забудьте о рыбе. Но если для вас на первом месте рыбы, то забудьте про травник. В общем-то, это шутка. Ну а мы идем дальше. Многие начинающие аквариумисты, купив определенные аквариумные растения и высадив их по всем правилам, не понимают, почему они не растут, болеют, чахнут и в конце концов погибают. Они меняют настройки света, вносят микро-макроудавления, но ничего не меняется. А чаще всего дело все в воде. А именно в параметрах карбонатной жесткости. Приведу вам вот такое образное сравнение. Представьте себе, что вы приготовили самые изысканные блюда, проголодались и очень хотите есть. Вы кладете в рот и начинаете пережевывать пищу, но не можете ее проглотить. Что-то мешает пище попасть вам в желудок. И это что-то ваш закупоренный пищевод. Так вот, высокий показатель карбонатной жесткости для многих растений это и есть та самая пробка в пищеводе аквариума, который не дает растениям нормальным образом усваивать все необходимые им питательные элементы для их роста и нормальной жизнедеятельности. Поэтому все ваши танцы с бубном вокруг света, грунта, температуры, подкормок не дадут никакого положительного эффекта, если вы не решите проблему с избыточной карбонатной жесткостью для этих растений. Как же можно решить эту проблему? Самыми популярными на сегодняшний день способами уменьшить значение жесткости воды являются умягчители воды на основе ионообменных смол и обратный осмос. Что касается осмоса, то эта система полностью в ноль убирает всю жесткость, в том числе и постоянную составляющую. Но для валовых гуппи это неприемлемый вариант. Нулевая жесткость воды – это не то, что им нужно. Правда, и здесь есть выход. С помощью особых препаратов вы можете произвести ремиnerализацию такой воды. Например, с помощью вот такого препарата, который называется GH+, или его аналогов. С его помощью вы можете довести постоянную жесткость воды в аквариуме до необходимой вам величины, не затрагивая при этом показатель карбонатной жесткости. В таком случае у вас будет приемлемая постоянная жесткость для гуппи и допустимая карбонатная жесткость для хорошего самочувствия и роста растений. В принципе, это хороший выход для тех любителей аквариумистики,
кто содержит небольшое количество аквариумов. Но для больших хозяйств это достаточно дорого и хлопотно. А теперь мне хочется особо обратить ваше внимание на то, что, проводя те или иные манипуляции с карбонатной жесткостью в аквариуме, обязательно контролируйте и следите за показателями кислотности, pH. pH и pH имеют очень простую взаимосвязь между собой. Чем больше содержание гидрокарбоната в воде, то есть значение pH, тем выше, а самое главное, стабильнее значение pH, так как он является прекрасным буфером воды. Особое внимание здесь имеет слово «стабильнее». Вода с высокой, более 12 градусов карбонатной жесткости, имеет щелочную реакцию, а вода средней жесткости 6-12 градусов, скорее всего, будет близка к нейтральной реакции, pH 7,0. А вода с карбонатной жесткостью менее 6 градусов pH, в общем-то, может быть какой угодно. Но наиболее вероятно будет кислой. Более низкие значения pH повышает вероятность обвала кислотности. Естественным буфером для сдерживания колебаний pH являются соли, образующие жесткость воды, то есть соли кальция и магния. Чем больше жесткость воды, тем выше ее буферный запас, дающий устойчивость pH. То есть буфером, например, может быть грунт, имеющий в своем составе много известняка для поддержания высокой жесткости воды. Или буфером может быть кусок дерева, коряга, который подкисляет воду и понижает pH. А чем же так примечательная кислотность pH для аквариума с гуппи и живыми растениями? Все дело в природных условиях. В умеренном климате, в природных водоемах, кислотность воды составляет примерно 7,5-9. А большинство аквариумных растений, как известно, растут на болотах или болотистых местностях, а также в тропиках, где чаще всего кислотность воды имеет показатели от 4,5 до 8,0. А вот для содержания гуппи с вуалевыми или веерными хвостами оптимальными показателями кислотности воды будет диапазон от 6,8 до 8,5. При pH ниже 6,5 у таких гуппи могут уже возникать проблемы с целостностью плавниковой ткани. Таким образом, делаем вывод, что, применяя препараты для реминерализации осмосовской воды, нужно внимательно следить за изменением показателей кислотности воды pH. Еще раз напомню вам, что для гуппи приемлемыми показателями кислотности является диапазон от 6,8 до 8,5. Все, что ниже и выше этих значений, является некомфортными показателями воды для гуппи с вуалевыми плавниками. Теперь рассмотрим второй метод снижения жесткости воды, который часто используют аквариумисты. Это применение ионообменных смол в натриевой форме в установках водоочистки колонного или кабинетного типа для подготовки воды. Но, к сожалению, в этих системах есть один, но существенный минус. Большинство менеджеров компаний, продающих эти установки, утверждают, что катионовые ионообменные смолы в натриевой форме убирают как постоянную, так и карбонатную жесткость в воде. Почему я говорю именно о катионовых ионообменных смолах? Да просто потому, что они самые популярные в бытовом использовании. Есть другие ионообменные смолы, но это уже более редкие и дорогие варианты. А я сейчас говорю о массовом потребителе. И в большинстве бытовых установок для смягчения воды применяются именно такие смеси, такие смолы. Так вот, возвращаясь к утверждению продавцов этих установок, что они компенсируют всю жесткость воды. На самом деле это не так. Катионовые ионообменные смолы снижают только постоянную жесткость и никоим образом не влияет на величину карбонатной жесткости. Величина карбонатной жесткости до и после прохождения установки водоочистки на основе катионовых смол остается практически постоянной. Почему это происходит? Объясняется определенными процессами, которые происходят в очищенной воде, и связаны они с взаимодействием замещающих ионов натрия и ионов гидрокарбонатов, остающихся в этой воде в измененном виде. То есть постараюсь сказать просто, не углубляясь в химические формулы и термины. Итак,
Когда ионы натрия замещают в воде ионы кальция и магния, то аквариумные тесты на GH, постоянную жесткость, показывают 0, так как тест не выявляет большее наличие ионов кальция и магния в отфильтрованной воде. А вот тесты на карбонатную жесткость KH покажут вам те же самые значения, что и до фильтрации. Хотя в структуре гидрокарбонатов тоже произошли изменения. Теперь это не гидрокарбонаты кальция, а гидрокарбонаты натрия. Кстати, именно этим объясняется, почему при том, что величина карбонатной жесткости KH осталась прежней в исходной воде, как в исходной воде, но теперь больше не выпадает известковый налет на стенках аквариума, оборудовании в нем, чайниках, стиральных машинках, ну и другой бытовой техники. Структура гидрокарбоната в воде после фильтрации поменялась. Аквариумные тесты KH на карбонатную жесткость измеряют не только гидрокарбонаты кальция и магния, они измеряют все гидрокарбонаты, присутствующие в воде. Подчеркиваю, все. То есть и гидрокарбонатов кальция, магния, натрия, калия, если таковые в растворе имеются. Не кальций, как в тесте на GH, а именно гидрокарбонат. Если кому-то все же интересно, вот формулы процессов ионообмена посредством катионной смолы натриевого типа. Из всего вышесказанного мною можно сделать вывод, что с помощью установки водоочистки на основе ионообменных смол вы сможете значительно снизить уровень постоянной жесткости воды, но никак не повлияете на величину карбонатной жесткости, временной жесткости, а только измените ее природу. Каким образом влияет на здоровье и развитие аквариумных рыбок применение воды, прошедшей через ионообменную и катионовую смолу, и как можно достаточно просто регулировать ее параметры, я расскажу вам в другой раз, если вам, конечно, это будет интересно. А сейчас, после всего мной сказанного, я возьму на себя смелость утверждать, что альтернативы способу подготовки воды, которая одинаково была бы комфортна как для аквариумных рыбок, так и большинству живых растений, кроме как технологии обратного осмоса, просто нет. Я не буду говорить вам про варианты источников мягкой воды в виде сбора дождевой воды или снега, но это уже все-таки это уже экзотика. Поэтому давайте подводить итоги и делать выводы. В той ситуации, когда у вас нет осмоса или вы не хотите его приобретать, вы чаще всего можете оказаться в 3 сценариях обустройства аквариума для гуппи с живыми растениями. Подчеркиваю, живыми растениями. Сценарий 1. Уровень постоянной жесткости вашей воды больше 8, а карбонатной жесткости больше 6 немецких градусов. В этом случае вы можете заводить аквариум для гуппи, но с правильно подобранными живыми растениями, способными жить и расти в жесткой воде. К таким растениям можно отнести анубиусы, большинство хинодоросов, криптокарин, валиснерия, элодия, наяс, гигрофилы и другие. В интернете вы можете более подробно узнать о видах растений, способных жить в жесткой воде аквариума. Сценарий 2. Уровень постоянной жесткости вашей воды больше 8 градусов, а карбонатная жесткость находится в пределах 2-4 немецких градусов. Это, в общем-то, идеальный вариант для аквариума с гуппи и живыми растениями. Выбор растений для такой воды очень велик и именно разнообразен. Колдовать и химичить с водой в этом случае вам придется в минимальных буквально количествах и способах. Сценарий номер 3. Постоянная жесткость меньше 8 градусов, а карбонатная меньше 4 немецких градусов. В этом случае для гуппи это, скажем так, не самая комфортная, хорошая вода. Надо поднимать постоянную жесткость до минимально приемлемых значений, но карбонатку не трогать. Как я говорил, такие манипуляции возможно проводить, например, с помощью препарата GH+, или аналогичных ему. Это 3 варианта сводных характеристик исходной воды, которые являются наиболее типичными для аквариумов любителей гуппи и живых растений в нашей стране. Но опять же, напоминаю вам про показатель кислотности воды pH, который при любых исходных данных воды или проводимых вами мероприятиях по изменению карбонатной жесткости должен оставаться в пределах значений 6,8, 8,5. В противном случае ваши вуалевые гуппи будут чувствовать себя в таком биотопе в угнетенном состоянии.
Друзья, в принципе, все, что я хотел вам рассказать о параметрах жесткости и кислотности воды для аквариумов с гуппи и живыми растениями, я сказал. Добавить мне нечего. Если вам понравился этот ролик, и вы не считаете время его просмотра потраченным зря, то поставьте лайк. А если у вас есть вопросы, или вы хотите поделиться своими знаниями по этой теме, то напишите комментарий. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до новых встреч на канале Московские гуппи. Если вам было интересно и вы хотите узнать больше о волшебном мире гуппи, рекомендуем вам посетить наш сайт moscowguppy.ru.